Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео я покажу, как можно сделать такую карту мира с перламутровым блеском. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Чтобы снизить расход шелка и увеличить его укрывистость, необходимо поверхность прокрасить водоэмульсионной краской в цвете, близком к цвету шелка. Для нанесения краски я буду использовать валик с коротким ворсом. Цвет краски у меня светло-серый, в таком же цвете будет шелк. Нанесли краску на всю поверхность, после ее высыхания наносим шелк таким же валиком. Нанесли шелк, далее ждем его высыхания в течение 6 часов. После полного высыхания шелка создаем карту мира при помощи акриловой венецианской штукатурки. Для ее нанесения я буду использовать венецианскую кельму и пластиковую гладилку. Набираю небольшое количество материала на гладилку. Наторцовываю материал с терки на кельму. Набрали материал и начинаем наторцовывать на поверхность. Берем шпатель и распылитель, приглаживаем фактуру. Необходимо смочить шпатель, после этого начинать приглаживать. С легким нажимом двигаюсь в разные стороны, чтобы карта приглаживалась равномерно. Обратно отторцовываем, так делаем несколько метров квадратных, обратно возвращаемся к шпателю, подглаживаем и по новой добавляем. Заполняю в стык, стараюсь не наслаивать рисунок уже на тот, который мы загладили. Беру шпатель и распылитель, продолжаю подглаживать. Сначала в одну, потом в другую сторону. Делаю это очень аккуратно, потому что пока венецианка достаточно податливая, может проминаться сильно. Таким образом заполняем всю поверхность, периодически делая перерывы, чтобы возвращаться в те места, которые уже у нас начинают подсыхать.
Таким образом подгладили всю поверхность и выровняли островки. Сейчас венецианке нужно дать полностью высохнуть, часов 6. Венецианская штукатурка полностью высохла. Далее ее покроем декоративным шелком в базовом цвете. Наносить я его буду при помощи губки, поэтому на нее небольшое количество набираю при помощи кисточки. Губка нам поможет нанести шелк равномерным слоем, только на верхушке. Двигаюсь круговыми движениями. При таком нанесении у шелка получается очень низкий расход, так как губка оставляет минимальный слой. Закончили нанесение. Далее я сниму скотч с краев образца и покажу поближе, что у нас получилось. Техника нанесения простая, а результат получается очень достойный. Сочетание венецианской штукатурки и декоративного шелка позволяет быстро и без особых проблем украсить помещение. С помощью бюджетной акриловой венецианки, которая стоит как готовая шпаклевка, можно с легкостью создать рельеф островков. Это удобный и легкий в работе материал. Далее остается только покрасить вершины фактуры при помощи декоративного шелка, что является самым простым этапом. Подобная техника нанесения не требует идеальной подготовки поверхности. Подготовка нужна как под обои. Мелкие сколы и дефекты стены скроются во время создания островков. Это ускоряет общий ход работ и экономит средства. Вершины островков не идеально ровные, они имеют свой рельеф. Декоративный шелк подчеркивает его и делает выразительней. Фактура рисунка хорошо заметна при ярком освещении. Все грани переливаются легким перламутровым блеском. При желании можно снизить степень блеска за счет использования матового декоративного шелка или велюра. Тут выбор за вами. Фактура поверхности объемная и хорошо читается, за счет того, что островки светлее на 2-3 тона, чем основа. Кое-где просвечивает еще более светлая, практически белая венецианская штукатурка, из которой сформированы сами островки. Это хорошо подчеркивает их контур и визуально делает их еще светлее. Такая карта мира отлично подойдет для отделки коридора или гостиной. Получаемая поверхность достаточно прочная и долговечная. Декоративный шелк, которым покрыта фактура, хорошо моется и стойк к стиранию. Такая финишная отделка будет удобной в эксплуатации и прослужит долгие годы. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Здоровья вам и хорошего настроения. Всем пока. До новых встреч.